В этом прекрасном видео, очень познавательном, мы с вами поговорим о кармических узлах, лунных узлах, которые в январе месяце на следующие 18 месяцев, то есть до июня 2027 года, меняют свою ось, меняют свое положение, меняют свои знаки. И это большой показатель поворота судьбы, изменений, которые за этим поворотом судьбы могут следовать. Но, конечно же, мы с вами прекрасно знаем, кто не знает, тот послушает, что звездами мы с вами управляем. Мудрый человек, умный человек управляет этим звездным процессом, пользуясь его подсказками. Не умный, не мудрый, так назовем. Им управляют звезды. А мы с вами управляем звездами, пользуясь этими подсказками, применяя их в своей жизни. А не звезды управляют. Кто хозяин твоей жизни? Кто хозяин твоих мыслей? Только ты сам. Поэтому всеми этими процессами ты управляешь сам, используя подсказки астрологического неба. И в данном ролике подсказка – это кармические лунные узлы меняют ось. И участвуют в этом всегда два дома. Для одного знака два дома. Кету и Раху. Раху и Кету. И мы сейчас об этом с вами подробно поговорим. Я думаю, что видео будет довольно-таки длинным, поэтому вполне может быть, что разделим его на две части. Ну, посмотрю, как это будет, потому что нужно пройтись еще и по всем знакам зодиака, по всем домам, но прежде саму суть этих узлов лунных, саму суть этой кармической оси, что это такое. Вот прежде всего, вот это очень хорошо должно сесть в голову. А потом ты уже рассматриваешь, что ты с этим можешь делать. Ты уже очень четко смотришь, в каких домах это у тебя будет. И тогда ты можешь даже на следующие 18 месяцев плюс-минус планировать. Но прежде ты можешь сравнить, а как, когда точно такая же кармическая ось проходила по моему знаку, в какой период времени раньше, и ты уже сможешь даже как-то немножечко сравнить, потому что вся жизнь идет по кругу, и ничего нового не придумывается. Все идет, вся история идет по кругу со своими изменениями, но в принципе мода, блюда, которые мы с вами готовим, все идет, вся жизнь идет по кругу. Точно так же и эти лунные кармические узлы. Поэтому можно вернуться и немножечко посмотреть, как было. И я сейчас обозначу эти даты в такой период, а еще даже раньше в такой период. То есть мы немножечко даже можем как-то какой-то провести анализ и сделать вывод. Потому что кармические узлы – это вывод, который ты делаешь. Вывод, который ты делаешь, это ты набираешься в философии жизни твоих собственных. Итак, северный узел Раху, или просто называется северный узел, либо его называют Раху. Северный узел Раху – это голова. Это еще говорят учитель, мастер, гуру. Ты постоянно здесь чему-то учишься, вот по северному узлу. Ты проходишь постоянное обучение. То есть ты набираешься опыта. По северному узлу ты набираешься опыта, знаний.
Ты встречаешь по жизни учителей в виде книги, в виде какого-то видео, в виде какого-то курса учебы, в виде появления своих детей. Дети – это наши учителя. Дети наши – это наши учителя. Мы с ними проходим свой опыт, которого у нас не было. Если у тебя нет опыта со своим ребенком, то есть у тебя его нет, у тебя этого опыта нет. Потому что только с ребенком ты проявляешь, ты развиваешь свой опыт, как взаимодействовать, как создать отношения дружественные или напряженные, или отношения через любовь, или отношения через насилие, заставлять, наказывать, ругать, кто как. Но это твой опыт, который ты проходишь. Либо ты где-то учишься, ты перенимаешь опыт, тебя учат кто-то преподаватель, от которого ты учишься, то есть ты получаешь свой опыт. Отношения, которые возникают. Возникли отношения между двумя людьми, личные отношения – это тоже твой опыт. Профессиональные отношения, трудовые отношения – это тоже, то есть раху, северный узел – это опыт, это голова, это учителя, которые по жизни нам встречаются. И всегда вот в этом кармической, на этой оси замешаны два дома. То есть дом – это где? Голова, опыт, учителя. И следующий дом также замешан вот на этой кармической оси. Это кету. Это южный узел. То, что отработано. Если здесь голова, то здесь хвост. То есть то, что ты уже проработал, то, что тебе уже не нужно, то, в чем ты обязательно сделал вывод, то, что уже не работает. Это могут быть отношения, которые завершаются. Они уже не работают. Ты попробовал, все. И больше это уже не работает. Но опыт из этого я сделаю. Либо это трудовые какие-то отношения. Вот ты где-то работал, ты занимался по какой-то профессии, ты тоже набрался очень много опыта, но это тебе уже не надо. Это уже тебе не интересно. Или учеба, которую ты прошел, она тебе тоже уже стала неинтересна. И ты на каком-то своем пути, ты говоришь себе, а я не хочу этим заниматься. Хотя ты, может быть, положил 2-3 года на это. В данном случае 18 месяцев. 18 месяцев – это кармическая ось. То есть ты положил на развитие своего проекта. Ты много занимался, ты много учился, ты что-то смотрел, ты какие-то схемы делал, ты развивался. Но этот проект либо завершается, заканчивается, и просто у тебя останется опыт. Либо, даже если ты не закончил, ты говоришь, я поимел опыт, я сделаю выводы, но больше я этим заниматься не хочу. То есть мы с вами имеем голова, хвост. Мы с вами и имеем учитель, ученик. Здесь ты всегда ученик, ученик, который делает выводы. Те знания, которые ты получил, ты превращаешь их в выводы. Ты сделал выводы, я получил, вот у меня есть диплом, я накопил эти знания, и дальше ты смотришь, куда тебе их применять, либо ты уже это не хочешь. А также это является по северному узлу, по раху, это асцендент, а по кету, по южному узлу, это солнце, мое эго. Поэтому рассматривайте, когда будете смотреть это видео, смотрите и по асценденту, потому что ось эта состоит из двух секторов, из двух домов. Северный это будет асцендент, по асценденту смотрите. Южный смотрите по своему солнцу, по своему знаку зодиака. Голова, учителя, опыт – это все по асценденту. Все, что по кету, по южному узлу – это наше
Солнце. Это выводы, которые я сделал, это решения, которые я буду принимать, это то, от чего я хочу избавиться или хочу оставить. И это, конечно же, всегда вывод, который ты сделал на протяжении вот этого 18-месячного пути, который ты прошел. Выводы, которые я сделал, всегда являются философией жизни, на которую ты опираешься. Это по Солнцу. Ну, давайте с вами рассмотрим следующее еще, что мы с вами, какие показатели рассмотрим. Что же это за такие энергетические точки? Ты чувствуешь, что уже что-то в тебе меняется. И каждые 18 месяцев ты действительно понимаешь и очень сильную энергию чувствуешь, когда меняются эти узлы, потому что это уже отработано, что-то ты прошел. Даже если этот твой опыт был негативный, это уже тоже твой опыт. Поэтому всегда четко по жизни знайте, если у тебя в жизни возникают проблемы, значит ты живешь. Нет жизни, у которой нет проблем. Такого в жизни не бывает. Проблем не бывает только у тех, кого уже нет в жизни. Поэтому не бойтесь проблем и не считайте это отчаянием, и не считайте это «почему со мной?», «как это так?», «да что это такое?». Это опыт. Есть проблемы, есть жизнь. Нет проблем, нет жизни. Вот так рассматривайте. А не со стороны «какой я несчастный, почему это мне все достается?». Вот с этим почему и для чего, пока ты будешь с этим разбираться, ты еще больше погрязнешь здесь. Всегда смотри, я опыт прохожу, и я из него сделаю выводы. Вот у меня сложились отношения, как у меня развивались отношения, и я поимел очень нехороший опыт. Расстался с кем-то, болезненно расстался. Кто-то говорит, предали меня, кто-то говорит, бросили меня, кто-то говорит, несправедливо поступили. А я, да, это произошло в моей жизни, но я сделаю выводы. Я сделаю выводы, и я пойду дальше. А не буду разбираться, почему со мной так, как это, почему всегда это мне, как это так могло случиться, что это у меня. Выводы я сделаю и пошел дальше. Развиваться, а не застрять вот в этом полжизни, барахтаться, копаться, почему, за что и как. Выводы сделай и пошел дальше, чтобы ты еще раз на эти же грабли не наступил. Кармические узлы точно так же, как когда меняют свою ось, это то же самое, что делает Лилит. По Лилит, если ты ее не прорабатываешь, ты на одни и те же грабли наступаешь. И есть человек, который проживает вот с этим вот сплетничать, наговаривать, стравливать кого-то. Он всю жизнь так проживает. Он всю жизнь вот в этом дерьме. И смотришь, уже такой пожилая женщина или мужчина, а сам вот только этим, он вот так прожил. Почему? Выводы не сделал. Выводы не сделал. На одни и те же грабли, на одни и те же грабли. Кармические узлы – это то, с чем необходимо разобраться. Голова, хвост. Опыт, выводы. Асцендент, солнце. Все твое задето. Солнце – это эго. Асцендент – это дома, по которым проходит твоя здесь, на земле, жизнь. А солнце – это с чем ты родился, что зафиксировано было в этот момент на звездном небе. Раху, то есть голова, то есть асцендент. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Учись, занимайся, развивайся, твори, пробуй, создавай. Не стой на месте. Ни в каком возрасте. Увлекайся, занимайся, развивайся, пробуй отношения. Независимо от возраста. Пробуй отношения. Создавай эти отношения, творчество с чем-то занимайся, увлекайся, работай, делай свою роскошную рутину. А рутина – это работа, это учеба, это творчество, это ты чем-то занят. Рутина – это когда ты чем-то занят, и тебе в этом вкусно. Потому что когда ты ничем не занят, и тебе ничего не вкусно, ты в негативе, ты потерян во времени. Ты не разбираешься, встал во сколько хочешь, лег когда хочешь, где когда еда, во сколько куда я иду, чем я занимаюсь, это хочу, не хочу. Ты разболтан, ты не в куче, ты не в теме. Ты свобода, которой не пользуюсь. Когда у тебя рутина, есть
Здесь это и есть свобода, которой ты великолепно пользуешься, когда есть рутина. У тебя здесь есть на все время. Здесь тебе дана жизнь, дано время. Здесь ты во времени потерян. Поэтому Раху ничего не бояться, заниматься, развиваться, увлекаться, искать себе. А чем я хочу увлечься? Искать себе, а чем я хочу, что я хочу посмотреть. После любого даже общения, если ты с кем-то пообщался, сделай себе выводы. Если тебе осталось такое послевкусие неприятное, не подводи себя, не предавай себя, не встречайся еще раз, чтобы получить это послевкусие неприятное. Это все равно, что как ты получил пищу, и тебе эта пища не понравилась. Ты берешь ее и опять заказываешь, и она тебе опять не нравится, она тебе горькая, тебе стало неприятно на желудок, тебе все это как подотравление было. Ты же не пойдешь опять это купить и принять. Вот то же самое ментально, когда ты общаешься с человеком, и у тебя не складываются отношения, когда у тебя послевкусие такое неприятное, а ты опять идешь и опять общаешься. Да для чего? Так вот, вот это Раху, то есть твой асцендент, и мы посмотрим, в каких домах попадает по асценденту, смотри. Вот смотри по асценденту, то, о чем мы будем говорить. И по солнцу. Сначала все по асценденту, а потом посмотри, что у тебя по солнцу. Так, итак, Раху, не бойся. Не бойся желания жить, получить опыт, знания, возможности. Это очень сильно, когда мы с вами следуем по Раху. А также созидание, стремление, развитие, получить свой новый опыт. Это все делаем по Раху. А что делаем по Кету? Кету – это потери интереса к чему-то, расставание с прошлым, оставить в прошлом что-то. Это трансформации, это скинуть, сбросить какую-то нишу, от чего-то отвязаться, от чего-то вылезти, от чего-то освободиться. Это тоже по Кету. Сделать выводы, расстаться с прошлым, с прошлыми мыслями. А что в детстве, а как в детстве, а папа меня бросил, а мама меня не любила, а мой муж, и пошло-поехало. Расстаться с прошлым, расстаться с одиночеством, нелюбимой работой и с зависимостями. Вот это у нас все по Кету. А Кету мы с вами знаем, это наше эго. Это наше эго. Это самая уязвимая часть нашей эмоции. Это эго. Вот такой вот опыт, который ты проходишь в следующие 18 месяцев по кармическим узлам. Мы проходим экзамен, тест, развиваемся, опыт, встряска и перемены, которые произойдут. А также в этот период, кто слышит, кто с Розаной, быть счастливым, несмотря ни на что, быть счастливым, уверенным, спокойным, осознанным. И не застрять и разбираться полжизни. А вот здесь вывод сделай и пошел дальше. Иметь стержень, силу духа, позитив. Ну вот так вот плюс-минус у нас информация о этих кармических узлах. Они меняют свою ось, и эта ось будет находиться рыбы, дева. Вот на такую ось меняют кармические узлы. И мы с вами пройдемся по всем знакам зодиака, в какие дома попадает эта ось и что с этим делать, как с этими знаниями, как эти все знания применить в своей жизни. Сделаю это по домам, сделаю это во второй части видео. Но четко смотрите асцендент и солнце, потому что задействованы это ось, задействованы два дома, по которому будут идти. А по асценденту это где мне развиваться, голова,
опыт по... И это у нас будет раху, по кету, это будет южный узел, это хвост, и это опыт, от которого ты сделал выводы. Это то, с чем ты не хочешь расстаться. Это то, что уже отработанный материал, то, что тебя не интересует, то, что не приносит тебе никакого удовольствия, а только приносит разрушение. Это может быть определенная учеба. Ты учишься, и ты думаешь, я сейчас дойду до цели, а сам себя прям за горло держишь, оно тебе не идет, оно тебе не нравится. А ты себя очень сильно заставляешь. Ты дойдешь до цели, но каким ты дойдешь? Это вот все, вот здесь этот выводы, это твое эго, то есть твое солнце. И в следующем видео мы с вами подробно рассмотрим эти дома, по которым меняется ось на следующие 18 месяцев. Но, значит, смотрите, с января по июнь 27 года меняется сейчас ось, по-моему, с 12 января и до 24 июня меняется 27 года. Но точно такое же было, если вернуться назад, точно так же ось была расположена 2006-2007 год. Кто-то, может быть, сможет какие-то события восстановить. Или 2015-2017. 2015 это вот совсем здесь рядом, 2017. Вот эту ось точно так же была расположена по этим годам. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас всех уважаю. Посылаю вам нашу роскошную формулу жизни. Счастье, счастье, счастье. Крепко держитесь за эту формулу, несмотря ни на что. Стержень, сила духа, позитив и философии жизни. И всегда знайте, умный управляет звездами, используя подсказки. А звезды управляют глупым, неумным. Управляют звезды, потом найдется, будет управлять начальник, а потом будет управлять подружка, а потом будет управлять... Когда ты сам не управляешь не хозяин своей жизни, не хозяин своей головы, тобой могут управлять даже звезды. А по сути, умный человек, мудрый человек управляет звездами, применяя их подсказки, применяя их в своей жизни так, как ему это удобно, так, как он это услышал. Несмотря ни на что, жду от вас, конечно же, лайки, подписку, поддержку, просмотры, комментарии. Становитесь спонсорами канала. И мы с вами идем в 25 год с очень интересными знаниями. А когда ты владеешь знаниями, ты владеешь своей жизнью. Я не буду говорить владеешь миром, ты владеешь своей жизнью. Через знания. Знания кого? Самого себя. Чем лучше ты себя знаешь, тем качественнее ты живешь. Итак, смотрим с вами по знакам зодиака. Кармические узлы, которые в январе меняют свой знак, на следующие 18 месяцев будут идти по оси рыбы и дева. Итак, смотрим рыбы. Смотрим, по каким домам пройдут эти кармические узлы, по каким домам. И заденут они. Северный узел – это асцендент, а южный узел – это солнце, наше эго. Итак, рыбы, у вас идет по 1 и 7 сектор. Это очень важный, сильный, ответственный и, можно сказать, личный сектор. Итак, по первому сектору, что у вас происходит? Новый цикл, начало нового. Потому что первый, ты начинаешь этот свой цикл с самого себя. Ты обращаешься к себе, ты обращаешь внимание на себя, о себе, про себя. То есть очень много то, чему ты будешь проходить знакомство с самим собой называется. Начало начал.
начинаешься с себя, никаких претензий к себе, никаких претензий к жизни, никаких претензий к родителям, к друзьям, к подругам, к детям. Все претензии к себе и разбирайся только с самим собой. Все о себе и про себя. Где я, с кем я, о чем я, где я сплю, на чем я сижу, в чем я хожу, с кем я общаюсь, только, то есть вокруг и около себя. Это начало, как будто бы ты только-только познаешь этот мир и себя в этом мире. По 7 сектору это личная жизнь, то есть то, что уже имеет опыт, но ты делаешь здесь выводы. Ты сделаешь здесь выводы. Когда ось так расположена, то изменения происходят, они и называются кармическая ось. Изменения кармические. По личной жизни можешь вступить в новые отношения и начать их развивать, можешь закончить какие-то отношения. То, что тебе уже не приносит удовольствия. Итак, это личная жизнь, что происходит в моей семье, наберешься опыта, сделаешь выводы и посмотришь, как ты функционируешь в семье. Это могут быть новые браки, это могут быть разводы, там, где уже это все созрело, там, где уже это не актуально. Конкурентов много всегда на этой оси. Конкурентов это могут быть конкуренты в коллективе, это могут быть конкуренты в учебе, это могут быть конкуренты, ты где-то отправляешь свое резюме, и есть еще кто-то, кто претендует на это. То есть достаточно много вокруг конкуренции, и ты будешь... Это очень хороший признак, когда много конкуренции, ты всегда развиваешься, потому что ты хочешь достигнуть, быть выше, быть востребованным и так далее. А также меняется сценарий на работе, в семье. То есть эта кармическая ось двигается, она начинает здесь проходить какое-то движение. Это то, что касается знака зодиака рыбы. Следующие – это водолеи. Водолеи, что у вас? У вас идет по 2, 8 сектор. Тоже очень-очень сильные кармические узлы. По 2 сектору. По 2 сектору зарабатывать самому будет возможность увеличить свой доход. Я могу, я умею, у меня получится. Мне всегда помогут партнеры, у меня есть кто меня поддержит. Очень удачный, успешный брак, повышение своей самооценки, смена может произойти работы, могу получить наследство, могу рассчитаться с долгами, либо назад получить свои долги. По 2 сектору, по асценденту. По 8 сектору, по сектору южному, трансформации, то есть там, где твое эго, трансформация, избавление от вредных привычек, очищение потока энергии, отдать долги, исчезнут, уходят, то есть ты получил опыт и ты сделал выводы. Страхи, фобии, открывается психология, кто-то очень хорошо займется эзотерикой, астрологией, откажутся от мяса, многие перейдут на другой вид питания, но в то же время есть риск и опасность, которая идет. Если вы находитесь в риске или в опасности, вы этот опыт уже поимели, вы это уже не хотите, вы от этого откажетесь. А для того, чтобы от этого отказаться, это нужно сделать определенные выводы. У кого есть какая-то очень сильная зависимость, вы захотите, и это риск, потому что зависимость – это всегда риск. Это между жизнью и смертью. Это между финансами и крахом финансов. Это отношения, когда ты в какой-то зависимости, и у тебя есть отношения, это ты всегда рискуешь, ты можешь остаться без ничего и без никого. Это риск потерять близкого человека.
И этот риск, сделай выводы. Это ты опыт уже поимел, он тебе уже не нужен. Тебе нужно от него избавляться. Сделай выводы. Вот так у вас проходит это на следующие 18 месяцев лунные узлы, кармические лунные узлы. Следующий у нас это Козероги. Козероги, ваши кармические узлы – это ось 3, 6. Третий дом и 6 дом. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Итак, в вашу жизнь входят новые технологии. Это смотрим по асценденту. Входят новые технологии. И эти технологии внедряются больше и больше в твою жизнь. То, что мы учим, то, к чему, это как наши учителя, это как наши мастера, гуру, то, а ты можешь сам, то есть ты, голова, сам меняешься, сам кого-то обучаешь. Итак, новые технологии, которые внедряются в жизнь, в работу. Очень тесное общение с родными. Вокруг, кто вас окружает, тесное общение. Получение прав на вождение, покупках автомобиля, может быть. Семья собирается на торжество и пополнения, которые могут происходить в вашей семье. В течение 18 месяцев прибавление в семье. Это в виде новых членов семьи, в виде членов семьи, которые были где-то далеко, где-то были на расстоянии, долго связь с ними не имели, прервалась связь, потеряли связь. Это пополнение членов семьи. По 9 сектору. 9 сектор – это обучение, командировки, поездки. Все это теряет смысл. Уже не хочется каких-то travel, ни каких-то путешествий больших, уже не хочется никаких новых обучений, уже не хочется никаких командировок. Это какой-то смысл для тебя теряет. Большие компании, большое общение теряет для тебя смысл. Оно уходит. Тебе это уже не интересно. Ты сделаешь из всего этого выводы и оставишь это, освободишься, потому что это будет уже тебе как груз, как нагрузка. Ты захочешь освободить эту нагрузку, освободиться от этих уз, от этой ответственности, которая была для тебя. Это уже не интересно, не проявляется никакого к этому интереса. Пройденный материал, но выводы сделать. Следующие. Стрельцы. У вас кармическая ось проходит по 4 сектор и 10 сектор. О чем эти сектора? О чем это кармическая на следующие 18 лет кармическая ось? Итак, по 4 сектору это сектор знаний, сектор голова. Я поглощаю знания, я приобретаю знания. Вот по этому сектору. Комфорт и защита, все, что связано со своим домом, недвижимостью, все, что связано со своей семьей. 4 сектор – это сектор дома, от того дома, от вашего рода, от которого ты вышел. Вот здесь комфорт и защита, уют, приобретение какой-то недвижимости, либо продажа этой недвижимости, строительство дома, а также строительство семьи, дома, умиротворение, забота, уход, комфорт, уют, все, что связано с твоими корнями. Соберешь какие-то фотографии, как-то сделаешь, приобретешь, может быть, альбом, либо это составишь альбом в интернете, как-то захочется рассказать о своих корнях, как где-то сохранить какую-то ценную вещь, она ценная только для тебя, передана
из поколения в поколение, где-то чашечка, какая-то ложечка, может быть какая-то рамка, может быть какая-то ювелирное какое-то украшение. То есть все это у тебя будет оберегаться и охраняться. Все, что связано с твоим родом, а также с недвижимостью. Захочется это все защитить, охранять, оберегать и создать в этом уют и покой. Разобраться со всеми членами семьи, собраться, как-то о чем-то, какие-то воспоминания. Вот на протяжении 18 месяцев вот по этому много будет приходить всякой разной информации. По опыту, который ты должен приобрести, по выводам, которым ты должен сделать, идут по 10 сектору. Это по карьере, руководство, образование. В карьере ты где-то уже на каком-то уровне, на котором тебе это уже все, ты ставишь на этом точку. Ты говоришь, больше я не хочу. Никаких званий, никаких регалий, я не хочу больше расти. Мне это уже не интересно. Я все вот на этом уровне, на котором я есть, я сделаю определенные выводы, и я это уже больше не хочу. Я не хочу, вот у меня есть 1 диплом, у меня есть 2 диплома, у меня есть какие-то курсы. Больше я не хочу ничего именно в процессе знаний, не хочу ничего. Я это поменяю на хобби, на увлечение, чтобы это было легче, чтобы это было комфортней, чем постоянно какую-то учебу. То есть это уже сделаешь опыт, и это уже тебе не актуально, тебе это уже не интересно. Вот по таким секторам, по 4 и по 10 будет проходить у вас эта кармическая ось. Но нужно заострить внимание на том, что у вас только что сделал транзит, и пока 18 месяцев кармические узлы будут идти, у вас здесь будет очень активен Плутон, который сам по себе вас очень сильно начнет трансформировать. И трансформировать с большим оптимизмом и позитивом. Поэтому да, перемены ждите. И перемены будут обязательно. Следующие – это у нас скорпионы. Скорпионы, у вас кармическая ось идет по 5 сектору и по 11. 5, 11. 5 сектор – это асцендент. 5 сектор – это то, где мы голова. Мы ищем учителей. Мы сами для кого-то учителя. Какую-то получаешь постоянно информацию, которой тебе интерес большой проявляешь. По 5 сектору это сектор счастья, радость, удовольствие, наслаждение, романтика, влюбленность, позитив, благо. Все, что по 5 сектору, это счастье. Счастье. Следующие 18 месяцев. Радость от самой жизни, прибыль от друзей, от знакомых, от самой жизни. Знаете, скорпионы, когда вот так ось меняет, и она захватывает 5 сектор, это на дереве растет счастье, на дереве растут финансы. Вот дерево, стоит дерево, а там для вас висят удовольствие, наслаждение, радость и так далее. Это как подарок тебе дается. Прибыль от друзей, знакомых. Романтический настрой. Больше получать радости от самой жизни. Поездки с целью отдыха, развлечений. Знакомства, романтика, браки. Много времени соберутся финансы. Вы не будете даже откладывать, а они у вас соберутся. Заниматься детьми, уделять большое время и интереса. И деторождение. Тоже здесь очень большой шанс деторождения. Либо у самих у вас будут дети. И, кстати, если в этот период у скорпионов рождаются дети, особенно у асцендентных скорпионов, это дети будут просто гениальные. Дети, которые будут гении. И эти, значит, либо дети, либо внуки. Вот такая роскошная ось. А следующее – то, что отработало. Хвост.
от чего хочешь избавиться, сделать выводы и скинуть какую-то ношу. Это пересмотрите очень что-то, сократите пересмотры в соцсетях, от каких-то сайтов просто избавитесь. Кто-то прям смотрели, следили, это будет уже не актуально, это будет неинтересно. Закройте свои какие-то страницы где-то в соцсетях. Кто-то, может быть, активный был в соцсетях, выставлял свою какую-то личную жизнь, выставлял свою какую-то частную жизнь. Тоже это будет сокращаться. Дальше. Избавитесь от многих-многих друзей, так называемых, которые тоже уже не приносят ни интереса в общении, ни какого-то удовольствия. Это больше те, кто навязывают свое, скидывают на вас свою какой-то негатив, какие-то постоянно нытье, жалуются о своих ситуациях и спокойно думает, пусть мне Скорпион поможет, Скорпион знает, как мне помочь. И вот это вот скидывает тоже избавление от таких друзей, которые просят, тех друзей, которые просят заботиться о них. И это могут быть даже и близкие кто-то из своих друзей или кто-то из своих родных, которые постоянно подпитываются, чтобы его Скорпион брал заботу о нем. То есть этот опыт вам уже не нужен. Вы захотите от него избавиться. Эта ноша вам уже все. Вы ее захотите скинуть. И сделав выводы, чтобы не возвращаться в какие-то вот такие зависимые отношения, что человек настолько от вас нуждается, что уже самостоятельно никакого решения, ничего не может, только за счет вашей энергии продлевает себе какие-то. Нет, надо от этого избавиться. И вы сами это почувствуете. Этот опыт вам уже не нужен будет. Вы его уже прошли. Весы. Весы, следующие весы. У вас идет кармические узлы по 6 и 12 сектор. По 6 сектору для вас. То есть это асцендентные весы. По 6 сектору для вас. Это новый режим питания, новый режим отдыха. И вообще как-то что-то добавите, какие-то минералы, какие-то витамины, какой-то новый тип диеты, новый тип питания. Пройдете какое-то медицинский осмотр, захотите пройти какие-то тесты. Все, что связано с состоянием твоего здоровья, это для вас будет повышенный интерес и своего рода новые знания, которые вы здесь получите, приобретете. А также все, что связано с уходом и с заботой, тоже это может быть абсолютный на себя акцент, уход и забота. Если у вас были какие-то постоянные, например, головные боли, вы захотите с этим разобраться. Если у вас были постоянно в спине, тревожили вас какие-то боли, вы тоже захотите, вы начнете изучать этот процесс, вам начнутся учителя встречаться, доктора встречаться, практики какие-то делать, которые упражнения применять какие, чтобы от чего-то избавиться. То, что вас беспокоит внутри, а также все, что связано с работой. То есть на работе, если вы за кого-то везли работу, если вы много что-то делали, если вы далеко куда-то ездили, вы тоже здесь находите новые умения и знания, которые вы будете применять. Это новый опыт, который вы будете иметь, это новые, может быть, и технологии, которые вы будете включать, подключать, либо что-то, какие-то новые курсы, которые вы выучитесь, и вполне может быть та работа, которая у вас есть, добавите другую, и если будете сравнивать, если здесь вам лучше, здесь вам проще, здесь вам легче, начнете это развивать, чтобы в конце концов эту работу оставить. То есть все, что связано по сектору этому, все, что связано с уходом, со здоровьем и все, что связано с работой, для вас это будет очень и очень актуально в следующие 18 месяцев. По 12 сектору это поиск духовных знаний, поиск духовного подъема. Это
изоляция, особого контакта. То есть, смотрите, это то, что уже в кету, то есть хвост, то, что неинтересно уже, то, что вы это прошли. Какие-то медитации, какие-то духовные практики, что-то какие-то разбирались с индивидуальной своей личностью. Вы это уже прошли. Этот этап заканчивается. Вам это уже не интересно. И это завершается. Завершается курс изоляции и курс какого-то длительного, ну, так скажем, какой-то духовной практики, которую вы делали. Возможно, кто-то в этот период близкий, если был как-то к религии, близко подошел к религии, был сильно связан с этим, то вполне может быть отойдете от этого, то есть этот опыт, который вы поимели, вы сделаете определенные выводы, и на этом у вас опыт этот заканчивается, он уже вам не интересен. Следующий это у нас девы. Итак, у вас идет кармическая ось по 7-й и 1-й сектор. 7-й сектор идет по асцендентные девы. 7-й сектор. Асцендентные девы по 1-му солнце, солнечные девы. Итак, по 7-му сектору браки, партнерство, свадьбы, встречи, осознанный выбор партнера, создание семьи, человек значимый для вас, человек, который придет в вашу жизнь и сделает, ну, семью создаст крепкую, надежную, устойчивую. Долгожданная встреча послана самой судьбой. Легкая, интересная, разной возрастной категории может быть. Может женщина постарше, мужчина помладше, либо наоборот. Может быть разного возраста, разной культуры. Могут быть и абсолютно люди из разных культур, но вам очень комфортно вместе, интересно. И вполне может быть разного языка. Вы говорите, первоначально первый ваш язык – это родной язык, разный язык, но вас объединит какой-то общий один язык, которыми вы владеете, либо начнете владеть. Очень хороший успех у противоположного пола, и когда вот так вот меняют кармические узлы свой знак, то это признак даст очень хороший брак, стабильный, надежный, уверенный, долгосрочный брак. Так что у вас идет по очень и очень. Вы здесь набираетесь опыта набираетесь. Вам это все на протяжении 18 месяцев встречается, попадается, что-то изучать. Вот где-то пошли что-то изучать, встретили все, что связано по вот этому сектору. Это вот так неожиданно может состояться свадьба. Люди встретились и долго не затягивают этот процесс. Они настолько хотят быть вместе и быстро, что даже идут на то, что сделать этот брак, сделать этот переезд, соединиться, быть вместе. По первому сектору это хвост. Это южный, это кету и южный узел. То, что ты из чего сделал вывод, то, что тебе уже все окончательно неинтересно. Ты с этим хочешь остаться. Ты здесь получил достаточно опыта. Это сомнение в своей привлекательности. Вот тут все закончится. И возраст мне мой нравится, и вес мне мой нравится, и морщины мои мне нравятся. То есть перестаешь себя трогать, перестаешь к себе привязываться. Сомнение в своей привлекательности, неуверенность в своей личности тоже проходит. Это уже все, это уже пройденный материал. Личность не актуальна. Вот у меня здесь что-то где-то морщинка, вот здесь вот как-то у меня возраст что-то, или у меня там я не так двигаюсь, я не так и не то. Все это заканчивается. Это уже вам не актуально, это не интересно. То есть вы переросли эту ситуацию. Поэтому сомнения
все, что связано со своей личностью, а по первому дому, по моему эго, это моя личность, мое эго. Мое эго никто не заденет. И если я вот такого определенного роста, например, высокая, женщина высокая, у меня с этим больше нет комплекса, у которой, может быть, был, или, может быть, невысокого роста. И ты что-то вот по жизни, ты думал, ну вот как-то у меня здесь мало, там много, здесь высоко, здесь низко и так далее. Все это в какой-то период вас перестает волновать. И это вот по этой оси, это все называется прошлогодний снег. Вам это уже не актуально. Вы от себя отвязались. Сомнение в своей привлекательности проходит. Вот такой, какой я есть, я сам себя великолепно чувствую. Львы. Что у нас львы? По каким секторам идет у вас кармическая ось? Ну что, львы, у вас проходит 8-й, 2-й. 8-й, 2-й. По 8-му сектору это у нас Раху, это у нас северный узел, это у нас голова, это у нас асцендентные львы. Трансформации, финансовый роскошный успех, подъем, свой собственный организуете бизнес, хороший источник дохода, получаете наследство, хороший брак, сила, просто вот и сила есть энергии. Ваша энергия очень мощная, сильная. Уверенность и чистка пространства, очищение своего пространства. И, конечно, вот это само слово трансформации, потому что 8-ка – это Плутон, 8-ка – это по Скорпиону. А все, что связано с Плутоном, это сама жизнь. И у вас это на кармической оси. Это очень большие перемены, которые финансовые и личного характера. Тут, если есть влюбленность, она будет прям просто как магнит, который будет тянуть. Это что-то такое будет, ну, захочешь в книге это описать, захочешь это большие впечатления, которые может оставить влюбленность, любовь, и это все превращается в брак, в хороший брак. То же самое с финансами. Прям головокружительно с финансами ты очень удачно получаешь что-то. Это может быть наследство, это может быть выигрыш, это может быть, ну вот так, у государства что-то ты отсудил, это может быть где-то ты находился и получил какое-то, так скажем, повреждение, и ты можешь большую компенсацию от города получить, либо в магазине ты находился, споткнулся, упал, что-то у тебя, ты можешь получить хорошую дотацию, прям достаточно, что тебе будет самому хватит надолго, до конца жизни. Тоже вот такое может произойти. По 2-му сектору, это сектор по вашему Солнцу, это львы по Солнцу. Что здесь по 2-му сектору? Опять финансы, партнерство. Опять финансы, партнерство. Но то, что уже не работает, то, что вам отработало, то, что уже не приносило удовольствия, то, что нужно было завершить и закончить, сделав выводы. Поменяйте, может быть, работу, либо вы за свою работу получите другую оплату. Цените свой труд, свои знания, свое время, свои умения. И это можете очень хорошо продавать. Вот сделайте выводы в том, что у вас есть, и вы, сделав выводы, вы захотите по-другому оценить свои знания, свои профессиональные качества. Все остальное – это уже отработанный материал. Вот это, что я делаю, то, чем я занимаюсь, то оплату, которую я получаю, те партнеры, которых я имею, это мне уже не интересно. Я сделаю выводы и все свои эти качества преподнесу по-другому, попрезентую по-другому. У вас идет по очень сильным секторам, по 8-й и 2-й сектор,
и ждите большие кармические изменения в своей жизни. Раки. Ну что, у вас идет ось кармическая, выстраивается по 9 и по 3 сектору. 9 сектор – это изучение. 9 сектор – это асцендентные раки, у кого асцендент в раке. И это голова, это учителя, которые нам встретятся по жизни в виде какой-то книги, видео, каких-то людей, каких-то учителей. То есть, что здесь происходит у вас по 9 сектору? Изучение языков, расширение бизнеса, получение какого-то нового образования, высшего образования, переезд в другую страну, гражданство получаете, порядок в документациях, то есть если вы где-то пребывали и у вас не было никакого статуса, статус свой получаете, гражданство получаете, документы получаете, юридические дела решаются на ура, учеба, развитие, все, что связано изучить все, что связано с чем-то новым. Это может быть новый город, это может быть новая работа, это может быть новая страна, это может быть на новом каком-то языке, но здесь у вас очень хороший успех, удача, которая способствует вам именно вот в этой области. По 3 сектору то, что это солнечные раки, то, что не работает уже, то, что грузом висело, то, что вы поимели уже опыт и сделаете выводы, что теряете интерес к ближайшему окружению, к друзьям, даже к каким-то братьям, сестрам, к родным. Это уже разговоры, где-то ходить, встречаться, смотреть, общаться. Вы теряете к этому интерес. Оно вам уже не интересно, не актуально. А также меняете ход мыслей. У вас меняется ход мыслей. И эти мысли, то, что вы сделали вывод, та мысль, которая долго застряла и полжизни у меня не так сделала или не то сделала, или тот страх, который я себе сама навязала на будущее, а вдруг мне не хватит пенсии, а вдруг я буду болеть, а вдруг я останусь один. То есть то, что ты наперед, и то, что ты мысли, мысли, которые у нас застревают, это мысли всегда про прошлое. Про настоящее ничего не застревает. Это возишься там. Вот этот ход мыслей тоже меняется. Это становится неинтересно. Ты меняешь свой ход мысли. Близнецы. У близнецов идет по следующему. Ось меняется кармическая по 10 сектору и по 4 сектору. 10 сектор – асцендентные близнецы. Что здесь происходит по 10 сектору? Сам по себе сектор – это сектор статуса, сектор карьеры. Смена статуса, смена карьеры, замужество, либо развод, потому что в замужестве ты меняешь свой статус, в разводе тоже твой статус меняется. Становишься родителями, либо ты становишься следующий статус, как бабушка, дедушка, это другой уже статус. Руководителем становишься на работе, это тоже смена статуса. На пенсию выходишь, это тоже смена статуса. Дальше работа на публику, сцена, трибуна, амбициозность и хороший подъем энергии. Ты что-то рассказываешь, ты продаешь, ты предлагаешь, ты на сцене, ты презентуешь, ты показываешь. Вот такой вот смена статуса и смена карьеры. Вот по этому сектору у вас идет. И следующий сектор – это 4 сектор, сектор Раху, южный сектор, то есть хвост. То, что здесь голова, здесь у нас хвост, то, что уже тебе не актуально, то, что тебе уже не интересно, то, что уже не несет никакого увлеченности, ничего, не дает никакой радости от того, от чего ты хочешь избавиться. Так вот, ты избавляешься от какой-то недвижимости. Вот где-то, может быть, у вас дача была, где-то у кого-то, может быть, в
селе домик какой-то был, или где-то, может, квартира на периферии была, и она вам уже в нагрузку. Вам уже не хочется туда ездить, вам уже не хочется мелкие какие-то там ремонтные работы выполнять. Вот ты будешь от этого избавляться. Дальше будешь избавляться от рутины. Если вы за кем-то ухаживали, кто-то был, за кем нужен был постоянный уход, вы тоже этот опыт уже не хотите. Вы от этого опыта устали. Вы найдете, как это заменить. То есть вы найдете, может быть, человека, может быть, найдете место, куда можно определить какого-то своего, за кем вы ухаживали, но вы этот опыт больше не хотите, потому что вы сделали выводы. Тоже будете избавляться вот от этой рутины и этого ухода, который был вам навязан самой жизнью. Дальше. Кто-то захочет поменять эту свою старую машину. Вот, уже тоже избавиться от этого старья, либо совсем от нее избавиться, либо поменять на что-то новое. То есть уже устал ее ремонтировать, постоянно какие-то ремонты вести, надоело. Значит, можешь точно так же и избавляешься от какой-то страны. Вот ты жил в этой стране, все, ты этот опыт не хочешь. Ты хочешь поменять этот опыт от страны, от города, от места, где ты живешь. Это все уже не актуально для тебя, и ты с этим разберешься, захочешь сделать эти изменения, эту смену. Следующий это у нас тельцы. Ну что, тельцы, у вас идет по каким секторам у вас идут кармические узлы? Идут по сектору 11, голова, и по 5 хвост. Раху, кету, северный, южный, учителя, ученик, асцендент, солнце. Итак, по 11 сектору то, что мы вот тут приобретаем, это освоение интернета, освоение каких-то новых программ, новых онлайн программ, которые есть, новшества в социальных сетях. Все, что связано с новыми технологиями, очень будет сильно внедряться в вашу жизнь. Кто-то даже на какие-то курсы пойдет, кто-то будет сам что-то новое разрабатывать, но будете этим очень сильно пользоваться и изучать. Многие из вас получат популярность, новые знакомства, новые компании, новые увлечения, новые интересы. Все что-то очень обновится, причем обновится у вас ментально, но через технологии. Все, с чем вы будете, с чем в течение этих 18 месяцев, чему вы будете обучаться, это все подойдет к новым технологиям, новые знания, которые вы много будете впускать в свою жизнь. Кто-то в сетях появится, кто-то страницы свои откроет, кто-то развивать очень сильно этот бизнес будет, кто-то выставлять себя, свои продукты, но все это уйдет через онлайн, и вам это будет прям как новый опыт, новое интересное направление. По 5 сектору, то есть хвост, то, что уже не актуально, то, что уже завершает свой этап, то, что уже не приносит никакого интереса. По 5 сектору это творчестве от каких-то, радости от каких-то конкурсов. Вот вы постоянно где-то принимали участие, кто-то посылал свои работы, кто-то посылал свои картины, куда-то что-то вы... Это уже не приносит никакого удовольствия. Нигде ты уже не хочешь себя вот так вот с этим заниматься. Дальше, может быть, дети, в которых вы много вкладывали, дети выросли или дети уже не нуждаются вот в таком уходе, вот в такой заботе, вот в таком внимании, вот в такой поддержке уже нет. И вам это уже не интересно. Все, вы этот этап прошли, вы этот период прошли, вам это уже не интересно. Творчество, которым вы занимались, хобби, которым вы были увлечены, тоже уже вам не приносят интерес. Вы захотите их поменять на что-то новое. То, что раньше было интересным и увлекательным, становится вот так. Это уже
сделать вывод, это как в копилку пойдет. Ну и что еще? Может быть, переезд, который вы хотели сделать, кто-то намечал себе переезд, этот переезд тоже станет неактуальным. То есть отложите этот переезд. И вот такая активность, которая у вас была, которой вы жили, социальной активностью, она больше перейдет в интернет, она больше перейдет онлайн. Вот так активно уже не захотите, оно вам становится неактуально. Следующий – это овны. У вас идет кармическая ось, меняет свое направление и идет у вас по 12 сектору и по 6. По 12 сектору. По 12 сектору это интуиция, тайны, осознанность, религиозность, эзотерика, аналитика и судьба тебя ведет. Вот во всех этих областях будет находиться определенная литература, определенные учителя, определенные курсы, знания, книги, учеба. Вот по этому сектору будет идти. Это очень личный сектор, это очень индивидуальный сектор, и он не настолько активен. Духовность, интуиция, тайны, которые вы к ним только приблизитесь, к каким-то тайнам. Вы только начнете какую-то раскручивать какую-то нить, вот что-то за что-то зацепились, какая-то фотография вас к этому приведет. Оно может быть личного характера, оно может быть исторического характера. Где-то какой-то памятник вы начнете изучать, исторические моменты, раскручивать, смотреть, откуда, как появился сначала этот памятник, а о ком этот был памятник, что за человек, вам какие-то исторические факты. И даже начнете открывать какие-то тайны. И эти тайны, которые могут быть, иметь такой масштаб, в чем-то вы начнете к чему-то такому прикоснетесь, где раскроется какая-то тайна, о которой вы сможете заявить, о которой вы сможете рассказать. Очень увлекательно вот в этом. Кто-то займется религией. Религия, причем, может быть, это не твоя религия, но ты начнешь изучать другую религию, и ты посмотришь, корни откуда идут, что и как тебе вот тут интересно. И сама жизнь, она тебя будет вести по 12 сектору. По 6 сектору. То, что уже не интересно, то, что уже отработано, то, что не вызывает никакого интереса, то, что хочется от чего освободиться, избавиться как от ноши. Это, смотрите, все, что связано со здоровьем, оно вам уже не актуально. Вы уже все, что можно, сделали. Вы уже прошли какие-то курсы лечения. Вот кто-то, например, вот такой, например, очень простой пример. У кого-то, разбирается со своими, допустим, вот у него недостаточно на голове волос. Вот ты уже и уколы прошел, ты уже и таблетки всякие, ты уже и кремы, ты уже и шампуни, ты уже и пересадку сделал, ты столько этим занимался, что тебе это уже, все, ты это уже отпустил. Тебе это уже не интересно, тебе этим уже не хочется заниматься. Ты это оставил. Вот так оно как есть, ты это оставил. Либо ты что-то разбирался с какими-то добавками, ты постоянно что-то принимал, ты постоянно сдавал какие-то тесты, ты делал, чего у тебя не хватает, ты что-то в пищу постоянно добавлял, делал какой-то режим, диету. Тоже это тебе не актуально. Этим ты больше заниматься не, оно тебе не актуально, оно тебе избавиться от этого хочешь. А также все, что связано с работой, нелюбимой работой. То, что приносит тебе доход, но оно тебе нелюбимое. Ты тоже это уже перерос. Ты не хочешь быть уже этим начальником, за всех отвечать, никогда выходных не имеешь, постоянно нужно, ты 24 часа должен быть available в жизни, тебе какие-то звонки, ты это уже не хочешь. Это уже для тебя отработанный материал. Ты это завершаешь, ты это заканчиваешь.
То есть по 6-му сектору это по сектору все, что связано со своим здоровьем и все, что связано с работой. А также, если уход у тебя был уход, ты за кем-то уход делал, ты тоже это уже не захочешь. Ты это передашь, наймешь кого-то, передашь, но ты не хочешь делать никакой уход. Этот уход может быть за домом, вот ты делаешь этот уход постоянно, что-то делаешь, тебе это как нагрузка, как оно приятно, но это уже все, это уже тебя пережило, тебе это не доставляет уже никакого, этот рутинный уход за этим домом, постоянно подбелить, подкрасить, подскопать, ландшафт какой-то сделать, подбелить, что-то ремонтировать, ты тоже это уже не хочешь. Оно уже тебе не актуально и не интересно, и ты будешь с удовольствием от этого избавляться. Ну, вот так вот мы с вами прошлись по кармическим узлам, по всем 12 знакам. Конечно же, жду от вас позитивные лайки, подписка, поддержка, просмотры, комментарии. И следующий 2025 год – это год больших изменений, в том числе и кармических. Обнимаю вас.